Сегодня у нас 15 апреля 2021 года. Днем было до плюс 18. Сейчас уже вечер. Пчелы уже перестали как бы летать, но немного летают. А днем был очень хороший лед. И где-то сегодня впервые есть привес. Где-то до килограмма. Это привес, значит, понесли нектар. Не только обножку, но и нектар. Это у нас Глуховская пчелопасека, полночный усход Гомельской области. Вот. За позавчера и вчера я сделал полный осмотр всех пчел с целью выявления безматочных пчелосемей. Смотрел сверху. И если не видел расплода, то разбирал семью. Итого у нас в зиму ушло 125 пчеломест. И столько же сейчас. Плохо у нас с двумя карниками из Германии, Пишец и Тройзек. Но об этом в отдельном поговорим. А из остальных 123 пчелосемей слабые 4. Из них просто слабые с матками 2 и 2 без маток. Значит, мы их объединим. Безматочное добавим к семьям с маткой. Из 4 сделаем 2. И одна семья у нас с маткой-трутовкой. Мы ее объединим тоже с хорошей пчелосемьей, которая стоит рядом. Так, у нас пчелы зимовали в корпусах рута на 10 рамках с глухим днищем при минимальной вентиляции. Вот. Вышли все зимы нормальные, все живые, но вот есть некоторые потери. Они были накормлены с осени 10-12 килограммов сахара, и весной я давал 3 раза по 0,75 литра, 1 к 1, где-то каждой семье дал еще по 1 килограмму сахара. Итого 10-12 плюс еще 1 килограмм. Ну вот такая обстановка. И приступаем к устранению недостатков, чтобы слабых семей у нас не было. Все семьи у нас должны быть средние, ну, не меньше 6 рамок, сильные, хорошие, и есть и отличные семьи. Хоть сейчас можно ставить уже надставки. Ну вот и приступаем к работе. Так. Вот такая семья у нас. Это у нас с маткой-трутовкой. Я уже здесь разобрал. Отловил матку-трутовку. То есть здесь матка есть, но она трутовка. Вот в клеточке. Семья вот так занимает, в принципе, весь корпус. Неплохая. Вот здесь это в клеточке матка. Трутовка сидит. Ну, сейчас посмотрим. Что у нас тут творится. С виду не скажешь, что это трутовка. Пчелы хорошо летали, носили обножку, не хуже других. Обножка была нормальная, хорошие такие комки, не маленькие. И только осмотр показал, что здесь трутневый расплод. Пчелиного расплода нет. Вот сейчас посмотрим, что тут у нас делается. Вот такая семейка. Так, это с пергой рамка. Вот такой горбатый расплод. Вот столько пчел и горбатый расплод. Так, еще одну рамку посмотрим. Пчелы недовольные. Агрессивные немного. Здесь с осени была хорошая матка. Все.
ну, превратилась в трутов. Вот такой горбатый расплод. Здесь уже поуходили и трутни. Вот такой горбатый расплод. Пчел здесь хорошо. Но все, поэтому матку я отловил и уничтожил ее. Вот она в клеточке. Живая, бегает там. А семью эту поставлю на соседнюю семью с хорошей маткой, с хорошим расплодом. Так, возвращаемся. Пчел здесь хорошо, занимают весь ящик, все улья. Так, накрываем. Без всяких пахнущих или пахучих веществ. Это еще с осени можно что-то применить. А сейчас тот же одеколон, он будет уже в меду. Нельзя будет взять мед. Поэтому ничего не применяю. И так объединяться. Так, ну вот и смотрим соседнюю семью. Это хорошая семья, хорошая матка. Матка у нас местная, белорусская. Они более агрессивные. Вот такая семейка. Ну, здесь пару рамок, может, и не занимают. В принципе, на всех рамках. Есть расплод. Все. Здесь семейка рамок 8 так где-то. 7-8 занимает. Хорошая семья, хорошо несут. Сюда и поставим тут. Поставим через газету. Без всяких пахучих веществ. Так, ну берем эту просто семью, поднимаем, сюда ставим. Все. Так, ящик тяжелый. Так. Через верхний литок пчелы зайдут. И пока разделим лед. Вниз с одной семьи будут летать, ну как бы, которую ставим. А верхний литок это эти все пчелы будут летать. Вот такое простое делаем объединение. Вот здесь литок есть. И как газету они сами же разгрызут и сами объединятся. Это
Мы вот делали на прошлый год, вот уже трутни появились эти никакие, маленькие, такие недоразвитые, и матка трутовка. Поэтому, я думаю, не объединяться, все будет нормально. Это я делаю каждый год весной. И в зиму объединяю по 2 семьи, без всяких тоже пахучих веществ. Одну семью ставлю на другую. Ну, стал пока на паузу, будем другие объединять. Вот делаем мы второе объединение. Здесь это улье слабая семейка, но с маткой. Поэтому добавляем тоже такую же слабую, но уже без матки. Там они оттянули, кстати, заложили одну личинку. Это пчела какая-то поработала за матку. И уже был закрытый, запечатанный маточник. Я его уничтожил. И сейчас мы на нижний корпус поставим, верхний, как будет 2 корпуса. Здесь у нас вот получается, я ставил так, сколько тут? 6 рамок. 6 рамок. Вот они на 6 рамках. Есть матка. Был небольшой понос здесь. Эта же семейка тоже такая самая. И вот через газетку сейчас поставим семейку, что я принес. Там тоже 5 рамок. Получится так как бы колодцем. Внизу 6 рамок и вверху 5. Потом я их, когда они объединятся, все эти рамки поставлю вниз. Будет один корпус и хорошая семейка. На 2 корпусах оставлять не буду. Но опять же сюда ложу газету. Так. Это практически не агрессивная. Та у нас местная пчела. Вот. Поагрессивнее. Вот и послабее, на 5 рамках. Так, вот газетку ложим. Так. Сейчас ставим. Вот так. Вот пускай объединяются. Опять же сюда здесь тоже можно показать. Опять же вот 5 рамок пчелки, но здесь нет матки. Все. Потом покажем, что у нас получится. Получится, думаю, все нормально. Это делаю постоянно. И осенью, и весной. Это, кстати, пчелы я принес с другого конца пасеки. Метров 20, то и больше. Какая-то часть пчел улетит. Какая-то часть пчел улетит. Ну, остальные останутся, объединятся. Все будет нормально. Все, ставлю на паузу. Ну вот еще одна у нас слабая семейка, но с маткой. Опять же я оставил там 5 рамок. Сейчас покажу. Вот такая семейка. Опять же было понос тут небольшой. Но есть здесь матка, они хорошо так начали развиваться. Значит, я ложу газетку. И через газетку поставлю принесенный улей с пчелами. Там тоже на 5 рамках, но там нет матки. Вот здесь такая вот семейка.
Вот пчелы здесь хорошо пчел. Я их согнал на сколько? На 5 рамок. Но опять же безматочно. Ну и пускай объединяется. Опять же это принес семейку с другого конца пасеки. Метру там отсюда 20-30. Какая-то часть летит, но основная масса останется, объединяться. Ну, думаю, драки не будет. Но если будет, ничего страшного. Бывает целое побоище. И остаются матки в этом году, кстати. Вот мы где-то с осени объединяли где-то 170 пчелосемей, по 2 в одну. И были и драки, даже целые бойни, и ни одной матки, ни одной семьи безматочной не осталось. То есть все объединенные семьи с матками. А эти вот были отводочки, и они остались вот 2 без матки, одна матка отрутнела. Все остальные семьи работают прекрасно. Не меньше 6 рамок или даже 6 улочек. Это 7 рамок. И есть вообще битком набито, что можно, вот может на днях и поставлю даже надставки. Сегодня пошел, еще раз повторяю, привес где-то около килограмма. Если такая погода постоит, зацветет верба, сады, может даже что-то принесут. Ранее вот такой весной у нас какой-то будет взяток, какой-то мед. Ну все, всем удачно завершить весеннюю кампанию с пчелами и выйти на хороший медосбор. Удачи!